Почти четверть территории России находится в сейсмоопасных зонах. Что такое землетрясение? Об этом не понаслышке знают и в Молдавии, и в Казахстане, и, конечно же, в Армении. Мы все помним трагедию в Спитаке в 1988 году. 21 марта премьер-министр России Владимир Путин поручил до середины апреля согласовать предложение по продлению федеральной целевой программы по повышению сейсмоустойчивости жилых домов и объектов жизнедеятельности, которая рассчитана до 2014 года. И сегодня с нашими уважаемыми гостями, профессионалами в области сейсмобезопасного строительства мы будем говорить о существующих на настоящий момент нормах и требованиях к безопасности. Последнее сильное землетрясение в России было не так давно, в конце февраля, 26 февраля в Туве. Ущерб составил свыше 2 миллиардов рублей, но ущерб причиняет любое землетрясение. Но что, наверное, особенно страшно, что 179 многоэтажных жилых домов в Кызыле были признаны аварийными. Вот насколько я знаю, что мониторинг сейсмоустойчивости строительства по всей России ведет ваш институт, Владимир Иосифович. Вы получаете всю необходимую информацию, и если есть причины, то меняете строительные нормативы. Вот как осуществляется контроль за строительством жилых домов и производственных зданий в сейсмоопасных зонах в нашей стране? Какие особенности, какие нормы должны соблюдаться при строительстве сейсмоопасных районов? Пожалуйста. Ну, я, честно говоря, поменял немножко вопрос, потому что контроль осуществляют совершенно другие организации. На стадии проектирования, как правило, это экспертиза строительная, а на площадках есть своя контролирующая организация. А наша роль отводится к тому, для того, чтобы мы проектировали сейсмостойкие здания, мы пишем для них нормы. Последние нормы, которые были введены еще при Советском Союзе, они были разработаны в 1981 году, и поэтому практически почти 30 лет они не перерабатывались. Ну и, конечно, менялась ситуация, менялись сейсмичность районов, и по всей вероятности, что те дома, которые были построены в Хакасии и в Туве, они были построены по старым нормам, и, может быть, там даже была сейсмичность, может быть, на балл, а может быть, и на 2 балла ниже. Ну, я хочу отметить, что в настоящий момент сейчас с НИИСКом подготовлены новые нормы, которые называются СП. Вот я их взял с собой. Это называется «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНИП 2781». Ну, во-первых, эти нормы уже учитывают новое сейсмическое ранирование, новые карты, которые были введены после Сахалинского землетрясения. И многие районы повышена была бальность. Некоторые районы 1, 2, даже есть на Камчатке, на Сахалине, где бальность была повышена на 3 балла. О чем это говорит? Это говорит о том, что бальность увеличилась, если 1 балл был увеличен, то нагрузка увеличилась на здание уже в 2 раза. А если 2 и 3 балла, то практически сейсмическая нагрузка могла быть увеличена в 4 и 8 даже раз. Поэтому вот сейчас произведена актуализация этих норм. Первая редакция была выпущена, и по ним было получено много предложений и замечаний. Сейчас готовится вторая редакция, где учтены все эти замечания. В действительности, если здания построены как раз-таки по нормам, то у нас нет ни одного случая, чтобы они разрушались. То есть мы проводили массу обследований практически всех землетрясений, которые были в России, частично выезжали за границу, смотрели, какая ситуация там получается. Поэтому если здание построено по нормам, то практически разрушений никаких не было. Это говорит о том, те разрушения, которые произошли в Тыве и в Хакасии, они, естественно, были с какими-то нарушениями. Ну и я бы хотел отметить такое, что где-то в начале 90-х годов, когда у нас произошло такое разделение на отдельные республики, и Россия выделилась отдельно, в этот момент часто очень возникала такая ситуация, когда строительство происходило без надлежащего контроля. То есть проектные организации, и появились маленькие группки. Ну, проблема это не только, так сказать, у нас, это в СНГ одна и та же проблема, когда появились проектные организации по 2-3 человека, которые стали проектировать достаточно сложные сооружения, и поэтому допускалась масса ошибок. Я считаю, что главная ошибка заключается в том, что это отступление от требований норм. Если мы
посмотрим статистику потерь социальных, экономических во всем мире за последние, скажем, 110 лет, то мы увидим, что в среднем за десятилетие в мире гибнет около 200 тысяч человек в результате землетрясений, в результате обрушения зданий и других сооружений. Около 200 тысяч. Иногда больше, иногда меньше, иногда 400 тысяч, иногда 500 тысяч. Но это только одна сторона вопроса. Важно посмотреть тенденции, тренд. Так вот, тренд заключается в том, что со временем потери, социальные потери, а экономические тем более, довольно резко возрастают. Это говорит о том, что те антисейсмические мероприятия, которые проводятся в мире, в разных странах мира, недостаточны, а угрозы больше, чем средства борьбы с ними. Это говорит о том, что нам необходимо развивать самые разные вопросы сейсмостойкого строительства, не упуская, конечно, из виду реализации требований, но обязательно улучшать систему учета различных поражающих факторов землетрясений. Но в самом деле, относительно недавние землетрясения в Японии, да и целый ряд других землетрясений, в Японии имеют очень надежные нормы сейсмостойкого строительства. Исключительно надежные, учитывающие разные аспекты и разные виды нагрузок, и на высоком уровне учитывают эти нагрузки. И тем не менее, в относительно недавнем прошлом, там было очень сильное землетрясение в Кобе, так, сооружения японские, как здания, так и другие объекты, получили очень большой процент разрушительных эффектов, очень большой. И погибло много людей. Хотя это были сооружения не старой постройки, каких-то, может быть, 100 лет назад. В Японии нормы действуют уже порядка 100 лет, больше, чем у нас. А это были сооружения, построенные буквально до землетрясения там, за год, за два, и учитывающие, казалось бы, японские специалисты считали себя защищенным от воздействия землетрясений. В действительности этого не произошло. В действительности мы имели очень большой ущерб, и социально, и экономический. Значит, это говорит о том, на мой взгляд, что постановка, которая здесь у вас отражена, премьер-министр России, о необходимости продолжения тематики по сейсмостойкому строительству, включая важнейший практический аспект нормирования угроз сейсмостойкого строительства и мероприятий по защите от них, это правильное предложение, его, конечно, надо и поддерживать, и реализовывать. Но мы должны иметь в виду, что решение вопроса на уровне, скажем, продолжения работ, финансирования этих работ – это одна сторона вопроса, а другое дело насыщение этих работ. Вот здесь как раз поле для нашей деятельности. Если уж использовать данные, я совершенно не против того, чтобы использовать зарубежные нормы. Конечно, надо брать все в зарубежных нормах, что прогрессивно, что может быть с пользой применено в нашем деле. Но только эту часть, а вовсе не целиком, потому что в любых нормах есть свои недостатки. Это надо очень деликатно подойти к этому вопросу. Взять то, что нужно, чтобы улучшить нашу ситуацию, а не ухудшить, не взять чужие недостатки. Я только что сказал, что такие недостатки были и даже в японских нормах, в американских есть такие недостатки. Поэтому надо внимательно относиться к этим нормам, не заимствовать все чохом, да? Так вот, значит, если говорить о том, какие нормы в первую очередь следовало бы нам внимательно рассмотреть и учесть, то, конечно, это нормы тех стран, которые подвергаются наиболее часто разрушительным воздействиям и имеют наибольший практический опыт антисейсмической защиты сооружений. Но из таких норм, конечно, прежде всего это Япония. Они многократно испытывали такие воздействия, они имеют колоссальный практический опыт обследований того, что происходит при воздействиях, и имеют развернутую систему защиты. Несовершенную, до сих пор несовершенную, но тем не менее, учитывающую многие факторы. На втором месте я бы считал Соединенные Штаты. Здесь особенно надо обратить внимание на то, что Соединенные Штаты, начиная с 70-х годов прошлого века, проводят работы не только по нормированию нового строительства, но и по нормированию усиления объектов.
на базе очень большой, так сказать, работы по обследованию и на базе значит, изменения нормативных документов с существенным повышением нагрузок и в привязке к существующим объектам. Потому что наша проблема состоит отнюдь не только в том, что мы, может быть, строим недостаточно сейсмостойкие новые здания и сооружения, но и в том, что существует очень большое количество объектов, которые требуют усиления. А здесь целый комплекс вопросов. Что касается усиления и установления зданий во всем мире, как это происходит? Даже Япония, такая богатая страна, не может усилить все здания, которые у них не сейсмостойкие. Поэтому решения в этом вопросе нет. Должен быть индивидуальный подход. И у нас точно так же решается. Я вот сейчас посмотрел как раз-таки, что какое проводил совещание Путин и в прошлый раз, и в этот раз. Так вот там написано, что, предположим, $2 миллиарда приблизительно такую сумму, на какую произошло разрушение. Или, предположим, там 5 миллиардов это произошло в Хакасии. С моей точки зрения, те деньги, любые деньги, которые будут выделяться на восстановление усиления, их всегда будет недостаточно. Но необходимо выбрать те критерии, те здания, которые действительно можно было бы усилить. А у нас методы такие есть. У нас в центре разработаны методы сейсмоусиления таких зданий, притом самые последние новые. Это применение сейсмоизоляции, это применение композитных материалов. Поэтому способы по усилению есть. И еще... Как правило, если раньше первым делом Минрегион вызывал, так сказать, для обследования зданий представителей инженерных профессий, то сейчас первым делом приезжают на такие обследования МЧС. Что они обследуют, если они представляют из себя пожарников, как-то у меня плохо это представляется. У них идея заключается в их задаче совершенно другая должна входить. А нас на последние все землетрясения вообще просто никто не приглашает. А собственного финансирования на проведение таких работ у нас просто нет. Поэтому я считаю, что нужно предотвращать землетрясения. И как раз-таки все цели должны быть и средства направлены на усиление и на создание новых систем сейсмозащиты. А то, что у нас сейчас делается, у нас громадные деньги выделяются на после того, как уже произошло землетрясение. То есть мы последствия пытаемся как-то. Поэтому, с моей точки зрения, несколько у нас повернуто не в ту сторону это финансирование.